Да, здравствуйте, присаживайтесь. Так, на чем мы остановились в прошлый раз? Я же просила записать в лекциях. Сейчас посмотрим. Так, мы, значит, разобрали личность Мин Хи Джин и Бан Ши Хёка, провели Таро, аудит, Адор и Хайп и немного затронули события. Понимаете, во-первых, если вас не было на прошлых лекциях, то возьмите материал у ваших одногруппников. Если вы не усвоите эту базу, то потом вот эти все знания будут как снежный ком, будет еще тяжелее усваивать. У нас еще 2 лекции, извините. Ладно, не будем останавливаться на организационных моментах, начнем. 22 апреля Диспатч, как истинные мастера влезать в чужие дела, выкатывают новость-бомбу. Good news, everyone! Мин Хи Джин не просто создала New Jeans, а, возможно, стерла их у Source Music. I love a bit of drama. Украла, спросите вы? Ну, не в прямом смысле, конечно, просто так по-тихому перенесла. Диспатч уверяет, что New Jeans изначально готовили в Source Music. Именно туда шли все деньги на обучение девочек. Но потом, как по волшебству, группа оказалась в Адор под руководством Мин Хи Джин. И вот тут мы задаемся вопросом. Хайп, вы вообще в курсе, что у вас под носом творится? Получается, Мин Хи Джин не мама, а мачеха. Но это не все. Оказывается, Мин купила акции Адор по выгодной скидке и стала вторым по величине акционером, несмотря на то, что компания уже шла ко дну. И знаете, что самое веселое? Она при этом сэкономила 45% на налогах. Хайп, как мы знаем, явно не из тех, кто будет молчать, когда им засовывают такие обвинения прямо в лицо. 25 апреля они берут в руки микрофон и устраивают коротенький пресс-релиз, в ходе которого обнародовали результаты аудиторской проверки Адор. But see, they don't know that we know that they know. Во время аудита выяснилось, Мин и ее приближенные обсуждали, как разорвать контракт с New Jeans. Они строили планы, как захватить Адор и сделать так, чтобы Хайп не мог вмешиваться. I was born to rule the Seven Kingdoms. And I will. Мин хотела превратить Адор в пустую оболочку. Как говорится, пруфы или слит. Поэтому они выкатывают запись разговора, где Мин с вице-президентом прямым текстом обсуждают, как превратить компанию в тыкву. Хайп заявляет, что 25 апреля они подадут в суд за нарушение служебных обязанностей. И выкатывают следующий уровень компромата. Переписка Мин Хи Джин с шаманом. Да, с шаманом. Wow, okay, shit. Я не знаю, чего мы ждали, но точно не этого. В переписке Мин с шаманом обсуждают BTS, их военную службу, Хайп и их закулисные дела. И тут мы уже не понимаем, это дорама или действительно происходит в реальной жизни. Может, стоило обсудить это с юристами, а не с мистиком, который гадает на картах Таро, хотя чья бы корова мычала. Чувствуется, как будто у Мин Хи Джин 0 шансов выйти из ситуации, в которой ее закапывают заживо сотни гробовщиков. Благо, на этом театральное представление не заканчивается, ружье продолжает висеть. Здравствуйте, здравствуйте. Видимо, моя работа вам очень понравилась, раз вы меня вновь позвали. Ну, давайте начнем. Какой первый вопрос? Что Мин Хи Джин обсуждала с шаманом о BTS? Что Мин Хи Джин обсуждала с шаманом о BTS? Угу. 5 мечей, паш мечей, рыцарь кубков, 5 пентаклей, 2 кубков и дьявол. Так. Больше похоже, что Мин Хи Джин шаманом баловалась. It isn't that bad. Ощущение, что ее интересовало, не помешают ли BTS и их причастие к Адор как-либо ей развиваться отдельно. Не помешают ли девчонкам, не помешают ли ее планам. То есть ее почему-то очень сильно волновало, как BTS скажутся на ее решение стать самостоятельнее. Она понимала, что там тоже собака зарыта, потому что дьявол и 5 пентаклей, это не самая приятная комбинация.
기도하는 느낌이랄까? Не то чтобы они как кость в горле, но она такая типа, ну, ребят, свой фандом, в информационной войне явно не буду в выигрыше, если ее начнут клеветать или что-то подобное. 와. 욕먹을까봐. Поэтому она хотела знать, как нейтрализовать BTS на период и, скорее всего, их фандом, чтобы спокойно реализовать свою свободу действий. Мин Хи Джин, как и полагается главному персонажу в этой истории, не собирается молчать. Она тут же дает пресс-конференцию и отвечает на обвинения. Мин с раздражением заявила, что вокруг группы крутится слишком много слухов, причем большинство из них раздуты до размера вселенского заговора. Она честно призналась, что успех, оказывается, не всегда равен счастью, на заметку всем, кто мечтает о карьере в индустрии. А еще она хочет очистить свое имя, которое, по ее словам, незаслуженно облили грязью. Она, не сдерживаясь, говорит: «Это так низко. Видели? Они выкатили пресс-релиз прямо перед моей пресс-конференцией. В этой индустрии так много ублюдков. Мне надо проветриться. У тебя депрессия, Пак Дживон? Я в депрессии уже 10 лет. Кто-то, пожалуйста, дайте этой женщине отпуск». Если люди ожидали мягкую, сдержанную речь, то это зря. Мин сразу показывает, что играть по чужим правилам она не собирается. My life is none of your business. I live it my way and I like it. Она подчеркнула, что ее цель всегда заключалась в профессиональной работе, а не в деньгах, и выразила недовольство тем, как ее воспринимали. Мин рассказывала о своем опыте работы в SM Entertainment и Hype, отметив, что после ухода из SM она хотела создать что-то новое, и ее поддержка со стороны Бан Ши Хёка была важной. Она акцентировала внимание на том, что никогда не была частью Source Music и не имела знакомых среди стажеров. Мин рассказала о процессе создания группы New Jeans, отметив, что ее видение всегда было оригинальным, несмотря на внутренние напряженности в Hype и попытки предоставить ее в негативном свете. Она также выразила чувство предательства со стороны руководства Hype и эмоции, связанные с давлением, которое на нее оказывали, включая давление со стороны коллег. Мин Хи Джин выразила недовольство тем, что руководители Hype не спросили ее напрямую о ситуации, и вместо этого выбрали путь Destructive Rumors. Она подтвердила, что получала меньшую зарплату, чем обещали, и подчеркнула, что чувствовала себя преданной. Это не я отвернулась от Hype, это Hype предал меня. Они использовали меня по полной программе, а теперь хотят уничтожить меня, потому что я их не слушаю. Никто не сделал того, что сделала я за 30 лет в кей-поп, но Hype пытается уничтожить того, кто сделал то, что сделала я, будучи главой дочерней компании. Когда я ушла из SM Entertainment, тоже ходили слухи, что я отвернулась от них. Вы должны знать, что я странная. Я ушла из SM Entertainment, потому что Ли Суман посчитал меня умной. Было трудно, но я упорно трудилась. Пак Дживон согласился, что Бан Ши Хёк булил меня. Это все на его совести. Он пытался использовать меня в своих целях. Я слушала Пак Дживона, потому что уважала его. Но если бы они зафиксировали этот разговор, то и это было бы использовано против меня. За последние 3 дня я превратилась в психопатку. Мин также отметила, что вопросы о ее доверии к Hype возникли после их стремления не допустить успешного развития New Jeans, что она считает злоупотреблением доверия. Мин выразила недовольство тем, что руководство Hype не спросило у нее о ситуации, полагаясь на слухи и клевету. Она ощущает ненависть со стороны высшего руководства и считает, что они пытались уничтожить ее репутацию после написания внутреннего отчета. Да не бомбит у меня! Ты чё орёшь? А чё они говорят, что у меня бомбит, когда у меня не бомбит у меня? Мин заявила, что действия Hype по попытке подорвать деятельность дочерней компании являются злоупотреблением доверия и нарушением прав акционеров. Она сравнила отношения с руководством Hype с разводом и отметила, что ей по-прежнему важна поддержка участниц New Jeans, которые благодарны ей. Что интересно, она сказала это для красного словца, или у Hype действительно натянутые отношения со своими дочерними лейблами? Мин Хи Джин утверждает необходимость реформ в подходах к управлению. Компания должна уважать уникальность своих дочерних лейблов и избегать копирования идей друг друга. При этом Мин Хи Джин долгое время уверяла общественность в том, что не собирается расторгать контракт с Hype, что в сложившихся обстоятельствах звучит нелепо. После пресс-конференции Hype, конечно, не остались в стороне. Мин Хи Джин перевирает факты, и ей нельзя доверять. Вот их официальный ответ. Занавес. Позов, все закончилось? Да, все в порядке.
Нет, не совсем. Так, ну, в их словах сплошные противоречия. Будет логичным начать следующий блок вопросов с такого. На чьей стороне правда? Обе стороны говорят, что другая сторона манипулирует фактами. Там переписки, захват власти, факт, что Хай не шел навстречу Мин Хи Джин к вопросу о первой пресс-конференции. На чьей стороне правда? Тройка мечей, 8 кубков, а на дне колоды король кубков. Оба лгут. Но Бан Ши Хёк и Хайп честны, что Мин Хи Джин пытается захватить власть, и они искренни в своей формулировке, в то время как Мин Хи Джин не верила в свои слова. Вау! Пу-пу-пу. А если посмотреть с такой стороны? Искренность Мин Хи Джин на конференции. Искренность Мин Хи Джин на конференции. Двойка пентаклей, рыцарь мечей и отшельник. А на дне колоды королева пентаклей. 뭐지? Она просто была на грани отчаяния в этот момент. 난 누구지? Про искренность сложно говорить. 뭐가 어떻게 된 거지? Она скорее была в истерии. Она была глубоко в своих чувствах, в своей печали. Она держала глубоко в себе то, что она хотела сказать на самом деле, потому что то, что она хотела сказать, на самом деле говорить было опасно. Нельзя. Поэтому отчасти да, она передала какую-то основную суть, но при этом очень много из того, что она сказала, было, во-первых, на эмоциях, во-вторых, на истерике. Знаете, когда человек проигрывает и когда он обороняется, любая чушь в голове возникает. Он все говорит, даже если это бред. Она действительно высказывала свое мнение, как она на эту ситуацию смотрит, как ее восприняли, уже другой вопрос. Давайте посмотрим следующий тогда вопрос. Что Мин Хи Джин хотела сказать на своей первой конференции? Что Мин Хи Джин хотела сказать на своей первой пресс-конференции? Паж мечей, четверка мечей, отшельник, дурак, колесо судьбы. А на дне колоды колесница и паж кубков. Что-то касательно обновлений в Хайбе. Обновлений, которые принудительно, добровольно ждут всех, как бы они этого не хотели. История о том, что всем в любом случае придется затянуть свои пояса, потому что что-то, что будет, как бы вы ни хотели, от этого не сбежать. Оно вас сделает воинственными, оно вас сделает злыми, и при этом оно вас разобьет. Общественность будет знать итоги, а вот что будет происходить по ходу, нет. По времени, даем, наверное, полгода. Это лето. Вот такое ощущение. Oppa, I'm so sad. Why sad? Give up. Также еще упоминался какой-то проект 1945. Давайте тоже спросим, что это такое. Что такое проект 1945? Королева жезлов, 4 кубков, 5 пентаклей, маг, отшельник и императрица. А на дне колоды туз кубков и смерть. Основная суть плана – как обрести творческую свободу. Это не о том, что Мин Хи Джин должна уйти из Хайба. Суть в вопросе, как грамотнее раскрыться в карьерном и личностном плане. And there's no secret to this. Anybody can paint. Скорее всего, он действительно нес в себе то, как Мин Хи Джин обрести целостность. Мин Хи Джин также много и не всегда уместно упоминает свои теплые отношения с Нью Джинс. Но давайте посмотрим, как она к ним относится. Как Мин Хи Джин относится к Нью Джинс? 6 кубков, справедливость, дьявол, король мечей, 10 жезлов, 4 пентаклей. На дне колоды смерть, солнце и сила. Отчасти она их воспринимает как своих детей. Отношение как к своему детищу. С другой стороны, это было ее самое расточительное детище, потому что она вложила в них все свои деньги, которые у нее были. I love my money. I love just taking it, dumping it in the toilet.
Сейчас перспектива ведения New Jeans ей непонятна, так как ей кажется, что их взаимодействие уже не будет таким, как раньше, потому что здесь много факторов, которые препятствуют спокойной работе с девочками. Она уверена, что кто-то незаконно вторгся в ее отношения с New Jeans. Опять же, это ее собственное детище. Она относится к New Jeans как к собственному ребенку, которого она воспроизвела. И в прошлом были допущены ошибки руководства, которое превысило свои полномочия и обязанности по отношению к ней и пересекло важную для нее черту. Стресс! На данный момент она не уверена, что она сможет продолжить работу с New Jeans. Во всяком случае, на это она надеется, потому что у нее было припасено очень много крутых проектов, которые помогли бы им еще круче раскрутиться, о чем она как раз рассказывала. На данный момент она максимально старается скрыть свои чувства и эмоции. Нельзя сказать, что у нее идет разделение к девочкам, каждой участнице. Скорее, сама группа, и вставив туда любое лицо, она бы это считала своим детищем, просто как проект. Она относится к этому проекту как к детищу, и она хотела бы, чтобы к нему высказывали больше уважения, чем это на самом деле происходило в компании. Show some RESPICT. Следующий вопрос. Почему у New Jeans были перебои в графике? Почему у New Jeans были перебои в графике? 8 мечей, 5 кубков, паж жезлов, а на дне колоды королева и король пентаклей. Их что-то сдерживало. Девчонкам сказали сидеть и ничего не делать. Просто неожиданные отмены, просто неожиданные стоп-сигналы. Просто связали по рукам и ногам. Причем давило руководство. И даже не Мин Хи Джин, а кто-то в хайбе. Спасибо, Никита Андреевич. Спасибо, я забыл ваше имя. Перебои графика были отчасти спланированы Бан Ши Хёком. Могли обещать девчонкам, что вот вы сейчас остановитесь, а мы потом вам тур. Сомнительно, но окей. Или вот что-то такое, передохнете немножко. Девчонок могли обмануть, но сказать типа, у нас на вас другие планы, поэтому пока сидите. Цели, замыслы хайба по отношению к New Jeans. Ой, класс, что-то попало. Грусть, наверное, за девочек. 5 пентаклей, 10 кубков, 6 кубков, рыцарь мечей, 2 пентакля, королева пентаклей и рыцарь кубков. Пока точных никаких нет. Он пока даже не думает о New Jeans. Даже несмотря на то, что они приносят деньги, он чувствует непосредственную связь с Мин Хи Джин. Он еле сдерживает ярость каждый раз, когда он слышит что-то о New Jeans. Он не особо собирается что-то с ними делать. Выбрали Мин Хи Джин? Окей, ищите, решите вместе с ней по ямам. В какой-то момент он их очень жестко ругал, ставил на место. Он им что-то предлагал, он их прессовал. Он на это смотрит как на разрушение привычного мира для них. Он просто наблюдает, что с ними происходит. Спокойной жизни с сегодняшнего дня у вас не будет. Начинайте вертеться, крутиться. Цель и замыслы хайба по отношению к Мин Хи Джин. Цель и замыслы хайба по отношению к Мин Хи Джин. Король мечей, луна, туз кубков, туз пентаклей и башня. Растоптать ее, оболгать ее, подавить ее полностью. Ломай меня полностью. Даже не столько хайп, сколько Бан Ши Хёк. Ощущение, что это какое-то личное противостояние. Тут не столько интересы в целом хайба и Адор, сколько Мин Хи Джин и Бан Ши Хёка. Как-то ее сломать, перевернуть ее дом вверх дном, заставить ее выйти на луну от бессилия. Самые что ни на есть разрушительные. Я сегодня злая, как собака.
Ранее, 22 числа, Хайп запросил заседание Совета директоров для замены руководства Адор из-за попыток захвата прав управления. 29 числа Мин Хи Джин ответила Хайп от своего имени, что они не будут проводить заседание Совета директоров 30 числа. Представьте эту сцену. В одном углу комнаты сидят юристы Хайп, потирая руки в предвкушении, а в другом Мин Хи Джин, невозмутимо попивающая чай, говорящая: «А заседания-то не будет, я против». Возможно, по воле судьбы все фишки проигрываются в пользу Мин Хи Джин. И пока она, как в «Матрице», уворачивается от всех пуль, нечто неприятное все равно настигнет ее позже. А пока суд отклоняет прошение Хайба провести заседание Совета директоров. Можно только представить, как руководители Хайп в этот момент нервно сжимали ручки, приговаривая: «Это еще не конец». 30 числа состоится судебное слушание по заявлению Хайп о разрешении провести внеочередное собрание акционеров Адор с целью увольнения Мин Хи Джин. Обжора ест, пока не достигнет размера свиной колбаски. Хайп пытается всеми законными способами добиться ее увольнения, но пока что наталкивается на юридические стены. Переходим к маю. 2 мая СМИ сообщают, что еще в начале года Мин Хи Джин запросила исключительное право на расторжение контрактов New Jeans. Если бы этот запрос утвердили, она могла бы просто разорвать контракт группы и увести их в свободное плавание, оставив Хайп с пустыми руками. Great story. Compelling and rich. Хайп, конечно, отказали, но с того момента они могли начать понимать, что что-то тут нечисто. По словам Пак Дживона, 16 февраля мы передали Хайп пересмотренную версию акционерного договора, включающую просьбу генерального директора Мин и Адор. Недавно Хайп опубликовал сообщение в KakaoTalk с заместителем генерального директора А, который заявил, что это был захват прав на управление. Это произошло 4 апреля и не является ни своевременным, ни актуальным. Адор в ответ заявили, что Мин просто хотела убрать несправедливое вмешательство, с которым она столкнулась еще во время подготовки New Jeans. Ну и, конечно, она хотела создать свой собственный независимый лейбл, что, в принципе, объясняет, почему Хайп внезапно начали паниковать. Не знаю просто, что сейчас делать. У меня атаческая паника, я не знаю, что мне делать. 10 мая Мин Хи Джин решает больше не играть в пассивную оборону и выдвигает серьезные обвинения против Хайп, связанным с переманиванием работников, взятками и угрозами. Адор утверждает, что Хайп пытались заставить их сотрудников добровольно сотрудничать через, скажем так, не совсем добровольные методы. Кто говорит в этой ситуации правду? Кто говорит правду? Императрица, отшельник, 9 пентаклей, дурак, а на дне колоды дьявол. Мин Хи Джин и Бан Шохёк пытались манипулировать друг другом. Они не были честны в своих порывах. Каждый пытался склонить другого к выбору, который будет выгоден ему. Что ты мне дашь за вот такой бесконечный кубик? Я тебе там такой вот. Добавляй. Вот такой вот. Я согласна. Я тоже. Бан Шохёку урезать права Мин Хи Джин. Мин Хи Джин хотела обрести целостность. 17 мая на сцене все та же драма. Слушание по делу о судебном запрете, поданном Мин Хи Джин против Хайп. Казалось бы, ничего нового. Но в тот же день в СМИ появляется очередная разоблачающая статья, в которой Мин Хи Джин пытаются обличить в манипулировании своими знакомыми. Якобы она встречалась с представителями Дунаму и Навар, уговаривала их инвестировать в компанию и, страшно сказать, поглотить Адор. Подробности о этих встречах стали известны в ходе внутреннего аудита Хайп, когда были обнаружены переписки в KakaoTalk, в которых Мин Хи Джин обсуждала переговоры с представителями Дунаму и Навар. KakaoTalk. Сколько уже карьер в Корее рухнуло из-за невовремя отправленных сообщений. Через 2 дня, 19 мая, Мин Хи Джин наконец нарушает молчание и публикует первое личное заявление после своей грандиозной пресс-конференции.
Она поясняет, что встреча с Дунамо и Навар это был всего лишь ужин с друзьями. А что, разве у высокопоставленных личностей не может быть друзей? Если у Бан Ши-хёка Диспатч долгая и преданная дружба, то почему бы и Мин не иметь парочку состоятельных приятелей за ужином? Но, увы, война есть война. Здесь любое неосторожное движение может обернуться катастрофой. Мин Хи-джин поймали, но на чем именно до конца не ясно. Юридически обе стороны вроде бы правы, но мораль, забудьте, здесь ее даже не приглашали. Суд и полиция не могут точно ответить, кто на самом деле ведет себя грязно. Позже полиция опубликовала отчет о завершенном расследовании дела Мин Хи-джин, подчеркивая, что никакого злоупотребления доверием не было. По словам полиции, узурпация прав невозможна из-за структуры акционеров, поэтому все обвинения являются беспочвенными и не подлежат доказательству. Ага, а теперь расскажите это хайп, который уже занесли меч. Какого характера была встреча Мин Хи-джин с Невер и Дунамо? Надеюсь, я правильно произнесла. Какого характера была встреча Мин Хи-джин с Невер и Дунамо? Тройка мечей, четверка мечей, королева пентаклей, 6 кубков и 8 пентаклей, а на дне колоды рыцарь пентаклей. Мин Хи-джин с самого начала могла не подозревать, кем будут эти люди, но она не упустила шанс извлечь выгоду. Встреча не подразумевалась как рабочая. Тем временем 30 мая суд удовлетворяет ходатайство Мин Хи-джин о временном судебном запрете, который блокирует хайп права голоса на собрании акционеров. Суд говорит, представленные претензии и материалы недостаточны, чтобы продемонстрировать причины увольнения. То есть, согласно решению суда, Мин Хи-джин может сохранить свою должность. В тот же день хайп проводит собрание акционеров и ловко перестраивают совет директоров Адор. Теперь 1 против 3. Мин Хи-джин остается на месте, но рядом с ней теперь 3 новых внутренних директоров, рекомендованных хайп. Прежних директоров сняли с должностей. Гениальный ход. Если не можешь убрать человека, просто убери всех, кто его поддерживает. А пока хайп расставляют своих людей, Мин Хи-джин в тени готовится к новой атаке. Вторая пресс-конференция. 2 пресс-конференции за месяц. Кажется, что человек, который не стремится к вниманию, слишком уж активно в него бросается. Я убеждена, что Нью Джинс также пострадали, и это затронуло всех нас. Ведь я тоже человек, не так ли? Один из наших сотрудников Адор сказал впечатляющую фразу. Кажется, люди считают, что Мин Хи-джин не человек. Но я также человек, как и все остальные. Вместо того, чтобы указывать на кого-то конкретного, я хочу сказать, что если мы действительно не желаем причинить кому-либо боль, включая журналистов, нам следует вообще прекратить обсуждать эту тему. Если мы заботимся о них, мы должны перестать упоминать их. Чтобы исцелить раны, нам нужно искать компромисс. Мы должны общаться и находить новые пути вперед. Мин Хи-джин на пресс-конференции рассказала о трудном месяце, поблагодарила поддержку фанатов Нью Джинс и отметила, что не стремится к вниманию. Она акцентировала внимание на своей роли генерального директора Адор и подготовке к предстоящим вызовам. Адвокат сообщил об увольнении 2 членов совета директоров, что может угрожать позиции Мин Хи-джин. Ну что ж, раз уж приходится доказывать свою человечность, значит дела действительно плохи. Она призывает к прекращению обсуждения этой темы и поиску компромиссов. Но разве кто-то в этой истории хочет компромиссов? Нет, все хотят крови. На конференции Мин Хи-джин также опровергает слова хайба и также рассказывает о своих чувствах по поводу ситуации. Мы зацепимся за вопрос журналистов о том, как отреагировали Нью Джинс на слитые в сеть переписки Мин Хи-джин, где она грубо говорит о девочках. Причастны ли Бан Ши-хёк и хайп к редактированию переписок Мин Хи-джин в Kakao Talk? Они сами этого не делали. Кому-то заплатили, кому-то была отдана оплата, чтобы это было сделано. Следующий вопрос. Являются ли сообщения Мин Хи-джин в Kakao Talk, которые выложили, настоящими?
Являются ли сообщения Мин Хи Джин в Какао Ток, которые выложили, настоящими? Рыцарь жезлов, тройка кубков, паж кубков, солнце, император, двойка мечей, рыцарь кубков и умеренность. А на дне колоды 5 пентаклей. Не совсем. Что-то из этого настоящее, что-то из этого подделано. Ощущение, что шла гиперболизация этих переписок. Им придавали слишком много значения. Я не вижу вины Мин Хи Джин по поводу этих переписок. Как поменялось отношение Нью Джинс к Мин Хи Джин после того, как слили ее переписки? Шестерка жезлов, отшельник, четверка мечей, влюбленные и туз мечей. А на дне колоды сила, 5 жезлов и король кубков. Они не то чтобы обиделись, нет сильной обиды. Они немного обдумали это, посплетничали, обсудили, сказали: вот какая она лицемерная, нам в лицо одно, а за спинами другое. Ну, такие разговоры. А так, в целом, все еще история о том, что они преследуют одну и ту же цель. Их кто-то успокоил, когда они увидели эту переписку. Какой-то мужичок. Так, собрались все вместе, вдохнули, выдохнули. Какое отношение это имеет к вашим деньгам и бизнесу? Разошлись каждая в свою сторону, и лучше думайте о своем благополучии. 24 июня комиссия по справедливой торговле начала копать под хайп. Говорят, что они приукрасили цифры ради своего статуса конгломерата. Imagination. Ну что ж, видимо, даже в раю бывают землетрясения. Кумовство, фальсификации, ложь, манипуляции с премиями и новостями, политические интриги, секты, слитые документы. Может, стоило просто тихо отпустить Мин Хи Джин и не морочить себе голову? Ведь теперь в этой истории появляется слишком много неприятных и грязных тем. А так известно, тонущий всегда цепляется за кого-то рядом. Переносимся в 9 июля. Мин Хи Джин проходит допрос в полицейском участке Йонсан. Статус обвиняемый по делу о растрате. В тот же день хайп решает, что лучший способ отвлечь внимание – объявить о выставке кей-поп в музее Грэмми. Выставлять там будут всех артистов хайп, кроме Нью Джинс. How dare you? А где же хваленая справедливость? А где обещание, что девочек не втянут в конфликт? Почему нам так настойчиво твердят, что Нью Джинс не должны быть жертвами, а потом внезапно стирают их с мероприятия? Shame on you! 15 июля СМИ выкладывают статью. Нью Джинс отказываются участвовать в Hype Exhibition в музее Грэмми, несмотря на... Еще раз. Это было за Грэмми. 15 июля СМИ выкладывают статью. Нью Джинс отказываются участвовать в Hype Exhibition в музее Грэмми, несмотря на выгодное предложение. Стоп. Так, это их вычеркнули или они сами не захотели? Возможно, не все так однозначно. Следующий вопрос. Почему Нью Джинс не участвовали в выставке Грэмми? Почему Нью Джинс не участвовали в выставке Грэмми? Верховная жрица, умеренность, рыцарь жезлов, звезда. На дне колоды верховный жрец. Девочек тихо и аккуратно слили. Им создали какое-то расписание и сказали работать вместо выставки. В общем, искусственно навели на работу. I am tired. Расследование продолжается. Кровь продолжает растекаться и пачкать все вокруг. 11 июля Мин Хи Джин проводит в полицейском управлении 8 часов, после чего сообщает журналистам, что просто сказала правду, и что ее изначальный допрос перенесли, потому что она слишком нетерпеливая. Через неделю Адор выпускает заявление. Оказывается, когда Мин Хи Джин только начинала работать с Нью Джинс, все девушки уже расторгли контракты с Source Music. Более того, Адор обвинили Source Music в раскрытии личной информации стажеров, а также артистов, с которыми они больше не имеют никаких дел. Со слов представителей агентства, данное обвинение со стороны Source Music не просто безосновательное, но также представляют собой явное нарушение условий контракта.
Would you stop taking pictures of yourself? Your sister's going to jail. Чтобы подтвердить свои слова, Адор публикует расписание, которое Мин Хи Джин разработала для тогдашних стажеров команды N21, а также презентованные материалы и документы. В марте 2020 года маркетинговая команда Big Hit предложила свою стратегию для запуска команды 21. Однако Мин Хи Джин, тогдашний креативный директор, решила, что это направление не подходит, и разработала собственную стратегию. В мае 2020 года Мин Хи Джин представила свой план выхода на рынок на встречу с Бан Ши Хёком, Со Сон Джином и представителями Source Music. Председателю Бан Ши Хёку план Мин показался превосходным, хотя и слишком смелым, и он предложил, что лучше было бы реализовать его через собственную компанию Мин Хи Джин, а не через Source Music, из-за ограниченных ресурсов последней. В августе 2020 года Source Music предложила предварительный план, который по сути был скопирован из майской стратегии Мин Хи Джин. На это поступили жалобы в адрес Source Music и Со Сон Джина, которые признали этот факт. Как было показано в электронном письме, Source Music пыталась пересмотреть план релиза, который сама же с трудом могла реализовать. Обсуждения обязанностей разных компаний и сроков производства были достаточно сложными. 24 июля Мин Хи Джин подала жалобу о клевете против 5 руководителей Hype. В заявлении было упомянуто, что директора Hype незаконным образом получили доступ к сообщениям Мин Хи Джин и, кроме прочего, исказили смысл ее слов, выставив Photoshop за реальность. В ответ поступает сразу два опровержения от Hype и Source Music. Мин Хи Джин никогда не представляла Hype никаких информационных ресурсов, таких как ноутбуки, и не проходила никаких проверок. Так. Но разве в самом начале не было заявлено, что все электронные носители были конфискованы, и что Мин Хи Джин прошла проверку? Несовпадение. Мин Хи Джин дала свое согласие на обработку личной информации, когда присоединилась Hype. Этот факт был раскрыт во время слушания по делу о судебном запрете. Несмотря на наши неоднократные разъяснения относительно получения информации, Мин Хи Джин и другие подали жалобу на основании ложных утверждений. Мы ответим встречным иском за ложное обвинение. Source Music, будучи не такими простыми, подают иск против Мин Хи Джин за вред, причиненный Ле Серафим. Мин Хи Джин обрастает исками, как машина снегом в жуткую метель. Возможно, им все не дает покоя обида за New Jeans. Следующий вопрос. Причастность Мин Хи Джин к краже New Jeans и Source Music. Причастность Мин Хи Джин к краже New Jeans и Source Music. Туз мечей, десятка мечей и справедливость, а на дне колоды 4 жезлов. Она никак не причастна. Все действия с New Jeans были заранее оговорены. Со стороны Мин Хи Джин не было замечено нарушение условностей, хотя хитрость непременно присутствовала. Мин Хи Джин чувствует себя оскорбленной заявлением о том, что New Jeans могут быть украденным проектом. Тем временем, того же числа, в Hype происходит еще один неожиданный поворот. Вот это поворот! Пак Джи Вон, генеральный директор, уходит в отставку. Что же такого случилось в разгар информационной войны, что такой важный человек покидает свой пост? Возможно ли такое, что, будучи политологом по образованию, Пак Джи Вон знает и умеет стратегию лучше всех замешанных в данном конфликте? А знаете, что особенно интересно? Его история подозрительно похожа на историю Мин Хи Джин. Отдавший всего себя карьере в компании Nexon, Пак Джи Вон вдруг находит свое место в Hype. С 2003 по 2020 год он проработал в компании, которую сам во многом привел к успеху. Из обычного офисного работника он стал членом совета директоров, возглавил глобальное развитие компании и ее выход на международный рынок. В 2019 году он покинул компанию по неизвестным причинам. В 2020 году его прибрал к своим рукам Бан Ши Хёк. Так он становится генеральным директором Big Hit. А спустя еще год переходит на должность генерального директора самого Hype. Ну, а теперь понимаете, о чем я? История буквально один в один. Oh, now I see. Now I get it. За единственным исключением, Пак Джи Вон и Hype расстались полюбовно. Вроде бы. Полный личностный рост в другой компании. Рост от 0 до 100, переход в Hype и самые странные стечения обстоятельств далее.
прошлом видео мы уже разобрали, почему Пак Джи-вона уволили и кем он приходится Бан Ши-хёку. Повторяться не будем, но вы можете посмотреть эти разборы в первой части. Почему именно Ли Джи-сан был назначен после ухода Пак Джи-вона новым генеральным директором HYBE? Почему именно Ли Джи-сан был назначен новым генеральным директором? Четверка пентаклей, десятка мечей, 9 кубков, шестерка жезлов, отшельник, мир и туз жезлов. Он не хотел. У него есть свои дела, но он считает это очередной личностной победой. В данный момент Пак Джи-вон в момент конфликта был бы лишним гендиректором. Он в этой ситуации безоружен. Ли Джи-сан стратег, который знает, как выходить из разных каверзных ситуаций. Поэтому ему было отдано предпочтение как раз-таки из-за проколов Пак Джи-вона. Потом так в зеркало посмотрелся и подумал, ну какой же я молодец, какие же планы я придумал. Хотя, не сказать, что у него много личностных достижений, он такой, не бей лежачего. Daddy, chill. What the hell is even that? Но одновременно с тем, как стратег, он действительно сильный человек. Его избрали за это, хотя он и до этого был на посту руководителя, но каких-то особо крутых кейсов не было. С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Какие отношения между Пак Джи-воном и Ли Джи-саном? Двойка мечей, рыцарь пентаклей, колесо судьбы, королева мечей, паж мечей, паж жезлов. А на дне колоды 8 жезлов, король жезлов, смерть и солнце. В основном безликие, просто одна компания, и они руководят одним и тем же. У них относительно одинаковые стремления, они смотрят в одно и то же окно и видят один и тот же пейзаж. Им вместе работать чуть легче. Не сказать, что он тоже из родственного числа, в отличие от Пак Джи-вона. Да, столько лиц запутаться проще простого. Кто-то постоянно хочет перейти Бан Ши-хёку дорогу. Но кто же этот странный король пентаклей? Возникает вопрос, а мог бы это быть Пак Джи-вон или Ли Джи-сан? Поэтому давайте посмотрим, кем является король пентаклей, который противоборствует Бан Ши-хёку. Человек, конкретно работающий с Мин Хи-джин. Впрочем, ничего нового. Возможно, здесь имеется даже взаимосвязь между этим королем пентаклей, Джином из BTS, скорее его семьей и Мин Хи-джин, связанная со старыми знакомыми Мин Хи-джин. Может, это кто-то из ее окружения, возможно, из-под крыла Мин Хи-джин, или она выпрыгнула из-под его крыла, или у них была плотная совместная работа с Мин Хи-джин долгая. У меня есть ощущение, что этот король пентаклей и королева пентаклей плотно связаны. Возможно, эта королева пентаклей и есть король пентаклей. То есть пол не определен, это могут быть два разных человека, но, скорее всего, это просто один человек, который в некоторых ситуациях выступает как король, а в других как королева. Who are you? В одном моменте что-то охраняет, а в другом что-то накапливает. Точно не сказать, кем он является, этот король и королева пентаклей. Просто чел стабильный. Это пока что не Ли Джи-сан, не Пак Джи-вон. Никто ни из известных личностей не подходит под его описание. 27 июля неизвестный шаман, с которым вела дела Мин Хи-джин, вдруг закрывает все свои точки и бесследно исчезает. Не наколдовал ли себе случайный отпуск где-то в другой стране? Ну, слушайте, это я уже видел. А мне хочется вот посмотреть что-то другое. Справедливость, четверка кубков, королева жезлов, 5 мечей, 7 пентаклей, 8 жезлов, колесо фортуны, а на дне колоды четверка жезлов. Как только начался конфликт, Мин Хи-джин отправила шаманку в родные края. Мог произойти конфликт между ними. Мин Хи-джин могла надавать по шапке шаманке. Будучи преданной и уязвленной, Хи-джин подозревает шаманку в обмане и раскрытии важной личной информации.
Добрый друг вдруг оказывается мошенником, костью вставший поперек горла. И Мин Хи Джин приняла важное решение – отправить шаманку в далекое прошлое, фантастически придумав дальнейшую историю ее исчезновения. На этом их взаимодействие остается исключительно на редких отрывках переписок в интернете. Так и происходит, когда о твоих случайных увлечениях узнает общественность. Выбирайте своих специалистов серьезнее и качественнее, или тогда придется наскоро прятать кота в мешке. Хайп, как истинный мастер игры в «Ничего не произошло», 1 августа анонсирует новую бизнес-стратегию. Несмотря на то, что конфликт все еще в самом разгаре, Хайп продолжает свою работу и заботу о своих артистах. Время не стоит на месте. С уходом Пак Джи Вона пришли новые изменения. Хайп перерождается в Хайп 2.0. К слову, в разработке самой системы участвовал и Пак Джи Вон. Хайп обновляет свою стратегию, сосредоточившись на 3 направлениях – музыка, платформа и технологические предприятия. Планы по улучшению качества контента, расширению присутствия в Японии, США и Латинской Америке, а также синергия между регионами. Разработка игр и новых технологий для индустрии развлечений. Разработка игр после ухода Пак Джи Вона, который почти 20 лет работал в компании по разработке игр. Теперь цель занять лидирующие позиции на местных рынках, внеся элементы культуры каждого региона. Одновременно с этим запуск сервисов для артистов и создание локальных групп, начиная с Cat's-Eye, первой локализованной группы Hype в США. Welcome. Happy Hunger Games. 3 августа комиссия по справедливой торговле заявила, что продолжит расследование в отношении Hype. До этого тихий Хайп, сын маминой подруги, все чаще начинает попадать в сомнительные заголовки новостей. То какао-ток, то манипулирование акциями, теперь неожиданно их начинает преследовать комиссия по справедливой торговле. Денежки продолжают считаться. Находятся новые акции, дорогущая недвижимость, странные сделки. Но как будто странно было бы, если бы человек, создавший BTS, и сам Хайп был бы беден. Сообщалось, что Бан Ши Хёк, председатель Хайп, приобрел роскошный особняк стоимостью около 36,5 миллиардов вон, или 26,4 миллиона долларов, через корпорацию по недвижимости. Хайп объяснила, с обозначением крупных корпоративных групп, подлежащих раскрытию на этот раз, корпорация также обязана раскрывать информацию, и на практике было простое упущение, поэтому мы сделали корректирующее раскрытие. Хайп, конечно, не бедная компания, но как будто даже для них особняк за 26,4 миллиона долларов выглядит слегка вызывающе. И вот, когда кажется, что хуже быть не может, сам Бан Ши Хёк попадается на камеру в Беверли-Хиллз. 9 августа его замечают с девушками-стримершами Африка ТВ. Данный момент, конечно же, поднял целую волну негодования. Взрослый, богатый мужчина с 2 молодыми девушками. Никогда такого не было, и вот опять. Со слов самого агентства, девушки просто советовались с Бан Ши Хёком, и их не связывало ничего, кроме работы. Казалось бы, и в чем они не правы? Возникает вопрос. Против Бан Ши Хёка идет кто-то другой, или это все происки Мин Хи Джин? И разве у нее есть столько ресурсов в руках? Шумиха в СМИ не прекращается ни на минуту. Корейское общество напрочь потеряло свои ориентиры. В один момент они отдают свою любовь Мин Хи Джин и ненавидят Бан Ши Хёка, а в другую секунду Мин Хи Джин облита грязью, а Бан Ши Хёк поставлен на пьедестал. Война красной и белой розы набирает обороты. Что у Бан Ши Хёка было с 2 стримершами, с которыми он был замечен? Что у Бан Ши Хёка было с 2 стримершами, с которыми он был замечен? Стоп. Хватит. Даже не смотрите на это. Серьезно. Все. Нет. Здесь ничего нет. Нет. 9 жезлов, колесница, повешенный, луна, 3 мечей, 8 жезлов, паж кубков, император и паж жезлов. А на дне колоды 9 кубков.
Он пытался дать им свое покровительство. Он пытался весело провести время. Он хотел, чтобы о нем позаботились и чтобы он сам о ком-то позаботился. Нельзя сказать, что у них был секс, но и нельзя сказать, что у него с ними не было секса и интима. Но факт в том, что они его точно развлекали. Sex? Yes, please. Не чисто поесть, выпить, потому что, скорее всего, по картам у них началась сделка. Он хотел сделку, что-то обсудить, но ситуация сложилась против них, не успелось. Репортеры заметили их чуть раньше. Он девчонок хотел обмануть, сказать, как он о них заботится и волнуется. Вот предлагает темку. У него были планы кидать палки, вот такая история. Но у него не получилось. И он очень был расстроен, зол. Почему вы нашли меня именно в этот момент? Я просто хотел отдохнуть. А мы что, все закончили? Как так-то? Я только разогналась. Такие интересные вопросы у вас пошли. Меня, конечно, извините, но я... После прошлой части я прям вообще, Бан Ши-хёк это как какое-то бывшее. Знаете, а про бывших-то интересно сплетни слушать. Блин, ладно. Так я сегодня тогда вообще прям хорошо на воск отливочки успеваю. Так, я счастливый забираю с собой. До следующего раза вам принесу. Все. До свидания. Спасибо за то, что приютили. Я пошла. И финальным аккордом данной части станет 27 августа, день, когда Адор объявили, что Мин Хи Джин покинет пост генерального директора, и на ее место встанет эксперт по кадрам Ким Джу Йон. That's what she said. Спасибо, что остаетесь с нами. Делитесь в комментариях вашим мнением касательно разобранной ситуации. А если у вас остались или даже появились новые вопросы, их вы тоже можете оставить в сетке комментариев. Возможно, именно ваш вопрос будет рассмотрен в следующем видео. Ставьте лайки, делитесь с друзьями, делайте мемы и обсуждайте это видео с коллегами на перерыве. Любая обратная связь – похвала для нас, которая говорит о том, что мы не зря потратили несколько месяцев на попытки докопаться до правды. С вас в этот раз 2 лайка, 2 комментария, и мы выкладываем 3-ю часть. Желаю вам хорошего дня и напоминаю, что истинность слов говорящего не всегда подтверждается его верой в их правдивость. Для тебя пельмени дороже нашей дружбы. А тебе что, сложно поесть пельмени? Ну, если ты заставишь, я поем. Вежливо попросишь. Нагрудник горит? Да.